Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, о формировании действия тел. В данной теме я показываю, каким образом нужно сформировать импульс дальнейшего действия, например, который существует в информации. И импульс такой, что сначала он формирует физическое тело человека, то есть на оптическом уровне человек организовывает свое собственное тело из внешней информации. А дальше уже получается, что действия, идущие от тела, это как сформированная реальность, физическое тело, и одновременно информативная реальность в плане действия информации. При этом всегда существует физическое тело. То есть при вечном развитии мы должны уметь формировать физическое тело так, чтобы информация о любом действии содержала именно аспект вечного развития физического тела. Получается, что в таком уровне управления мы получаем внешнее действие как действие, взятое из информационной среды, то есть вся внешняя информация, которая попадает на физическое тело, в уровне первичного создания, вот когда Бог создал тело, как, например, Бог создает все тела, да, например, в управлении, Он их создает в какой-то один момент по логике, хотя потом люди рождаются своим уровнем развития, тем не менее есть первичный уровень создания тел, который этот уровень заложил изначально Бог в первичный уровень возникновения всей информации. То есть если посмотреть все физические тела, например, людей и информативные системы проявления этих физических тел, то получается, что существует некий первичный центр, откуда развиваются все эти тела на уровне информации. То есть информация первично существует до физического тела. И получается, что создание физического тела – это умение этой первичной информации воспользоваться и перевести в структуру текущего действия. То есть механически на уровне управления это выглядит так, что мы входим в систему первичного создания тела, эта система переводится в текущее время, и отсюда мы получаем свечение, которое создает физическое тело ваше собственное. То есть получается вся внешняя информация, та, которая вам нужна, все импульсы, которые вы считаете возможными в организации вашего физического тела, эти импульсы можно перевести в само тело. И получается, что на уровне восприятия человек, таким образом, сформировав, например, тело, он может видеть все эти импульсы, которые соответствуют физическому телу, обратная система управления, то есть он душой начинает распознавать то, что именно конкретные оптические импульсы восприятия, они создали тело. Получается, что мы имеем своеобразную такую систему познания, где физическому телу соответствуют какие-то конкретные оптические величины. То человек это запоминает, и с практикой развития он начинает видеть, в общем-то, аспект следующего порядка, что если уж существуют совершенно жестко закрепленные физические какие-то элементы оптические за физическим телом, именно те, которые организовывают тело из внешнего пространства, мы можем здесь очень четко видеть, что тогда получается собрать физическое тело, например, в обычном, здоровом состоянии за счет собственной воли. Это, в общем-то, вариант больше просто управления, то есть умение технологически разобраться в том, где находится каждый из импульсов, запомнить их местонахождение, некое состояние этих импульсов и уметь привлечь эти импульсы ближе к телу. То есть фактически речь идет о том, что фиксируются просто эти импульсы в виде, например, физических каких-то элементов связи даже между отдельными элементами физического тела. И эти импульсы, когда они продвигаются к структуре управления физическим телом, то получается, что мы можем иметь практически всю полноту, например, духовного действия человека в том числе. То есть духовный уровень, как уровень распространения информации физического тела в бесконечность. Тогда получается, что физическое тело за счет того, что свечение информации духа, например, пересекая информацию физического тела в оптике, начинает распространять это свечение в бесконечную фазу. То есть в данном случае распространяется, конечно, в первую очередь не информация как таковая физического тела, а информация об организации физического тела. То есть еще информативная фаза, которая взаимодействие именно с оптической величиной
управления начинает действовать на системы практически все в этом мире. И получается, что физическое тело действует на систему всего мироздания за счет уровня, который можно назвать, например, уровнем предорганизации физического тела. Тогда получается, что на этом уровне достаточно просто собрать в здоровом состоянии любое тело, потому что на этом уровне еще не определена система информации, которая связана с телом. И для вечного развития как раз-таки достаточно удобно использовать это управление, чтобы получить статус, в общем-то, вечного развития за счет того, что мы точно контролируем или там знаем, что находится возле физического тела, а что мы, в общем-то, можем рассмотреть, это какие-то элементы физической реальности, информативной системы, да, или какие-то ваши личные дела. И получается, что мы через систему спасения всех свои личные дела можем выделить как систему конкретных действий, то есть конкретных событий и конкретного, вообще говоря, свечения, некого восприятия. Тогда получается, что когда мы эту линию подводим к системе организации, например, физического тела, то можно видеть, что эта составляющая отличается тем, что если вот уровень организации, или, так скажем, жизни физического тела, это уровень, имеющий определенный спектр, например, там золотистые оттенки, как правило, видны в управлении, то уровень событий, связанных с вашим физическим телом, это уровень, как правило, там он серебристо-белый в большей степени. То есть жизнь, да, ваша информация, жизнь человека отличается по уровню спектральности, глубины управления. И получается, чтобы взаимодействуя между, например, системами физического тела, информативными системами и системами логическими, которые относятся к информации о теле, мы можем проследить, каким образом импульс, который идет от тела, вообще говоря, напрямую действует на события. То есть от информативных систем перейти к системам прямого действия. Вот здесь нужно сразу же включать в практику это управление, то есть постараться сразу сделать управление по системе ваших личных задач, или хотя бы по одной какой-то задаче, где включена система организации физического тела. То есть увидеть тело в управлении, и не только тело, а структуру души, духа, сознания, в каком-то уровне управления в будущем. Сделать управление так, чтобы вы сделали организацию тела, фактически физического тела, например, там, в текущем времени, и получить сопоставимую организацию в будущем. То есть, если сейчас вы смогли сделать эту организацию, а вы уже есть, значит, каким-то образом вы это сделали в свое время, да, более раннее, например, то получается, что сейчас умение распространить известный опыт – это и есть управление в данном случае. Таким образом, действие физического тела или формирование действия – это есть то, что формирует само тело, и умение распространить управление как от импульса формирования, так и от уже сформированного тела, где тело сформировано изначально Богом, вообще говоря, в структуре, да, всеобщей реальности, и дополнительно вы еще делаете управление по формированию как таковому. То есть вы входите именно в уровень, некий такой формат даже первичного формирования тела. И когда вы начинаете видеть, что именно из-за того, что вы сформировали тело, у вас получается достаточно активный, что ли, уровень управления там, будущими процессами, то получается, что формирование физического тела – это часто умение понимать взаимодействие уже созданного, да, существующего физического тела, и умение дифференцировать, откуда вообще вы получаете некое внешнее управление, как так называемую энергию, да, действия, там, или что вы воспринимаете как элемент следующего действия, следующую систему, что ли, развития тела. Ведь, по сути, мы имеем в этом случае такую достаточно усложненную, что ли, в управлении систему, потому что, я говорю усложненно, что каждый импульс в физическом теле формирует элемент внешнего еще контроля и надзора за действием. То есть это все-таки многосложная система, информация вокруг физического тела человека, она очень многогранна, и вообще говоря, элемент действия всегда имеет систему внешнего контроля над действием. Поэтому, чтобы провести одно действие физическим телом в структуру внешнего бесконечного развития, надо иметь в виду, там, в управлении, надо иметь, что существуют системы внешнего, что ли, многообразного действия.
И когда мы имеем в виду, что такие системы существуют, и мы их имеем реально, то есть вот иметь в виду в данном случае, в общем-то, иметь на информацию, то получается, что мы можем видеть, что одно единственное действие, почему оно многомерное сразу становится, потому что система внешнего управления все время увеличивается. Ведь действительно каждый элемент в физическом или информативном даже мире, он построен так, что если действует какая-то система, над этой системой есть еще внешнее управление, какое-то внешнее. И в конечном итоге мы приходим к тому, что когда Бог делает управление, Он изначально это управление делает таким, что мы видим уже на высокой скорости систему как бы удаляющих событий, в то время как, чтобы увидеть, что изначально сделал Бог, нам нужно иметь духовное зрение, да, более развитое. То есть система следующих событий увеличивается с большой скоростью, то есть, там, например, Вселенная расширяются, а при этом структура Бога именно находится на расстоянии только духовного зрения, то есть как бы все время на одном расстоянии с точки зрения личности, физического тела человека и, например, зрения такого же, как это делает Бог. Ведь просмотр, духовный просмотр, да, когда Бог смотрит духом, Он же смотрит все время, в общем-то, одним уровнем, то есть расстояние духовное одно и то же. Вот, например, взять какой-то элемент реальности, и даже в личности расстояние одно и то же. Духовное зрение Бога такое же, как у человека, кстати, по уровню восприятия, что ли, первичного уровня восприятия. А вот когда дальше уже Бог начинает рассматривать структуру всеобщего развития, то получается, что Он просто существует до уровня первичного создания, в то время как человек, он действует на уровне следственных систем. Он может стремиться увидеть точку до первичного создания там, своей материи, да, но при этом он тогда может это сделать умозрительно, в то время как Бог все время делает это реально. И вот человеку перевести умозрительное состояние, ну, некое там логически, как бы такое определенное состояние в структуру бесконечного действия, он должен рассмотреть обязательно тогда, в общем-то, ну, скорость, что ли, развития информации, ситуации. И получается, что тогда, чтобы получить сбалансированное управление, человек должен уметь в текущем времени иметь сверхскорость, да, во взаимодействии. Тогда, чтобы эту сверхскорость иметь, человек должен фактически рассмотреть, каким образом взаимодействует вот структура его мышления, например, да, со всей бесконечной средой. И как только он такую точку находит, то он тогда имеет сверхскорость. То есть от того, что он просто познает реальность, он находит эту точку сверхскорости и может ее использовать там, для того, чтобы, например, там, исцелить кого-либо, там, если нужно, он может исцелить себя, или же там, управлять событиями и так далее. И вот когда мы начинаем делать управление такое, что мы, ну, даже при условии, что там человек полностью здоров, да, и он должен все равно создать структуру физической материи, ну, именно в здоровом состоянии, то просто у него упрощается задача. В то время как если у человека есть какие-то проблемы, он должен тогда усилить управление за счет того, что фиксированная система, ну, такого процесса, как физическое тело, да, в управлении, это есть тот уровень, который позволяет четко отслеживать, что по сути мы имеем, в общем-то, следующую конструкцию управления, что когда мы рассматриваем, ну, нормированную систему, там упрощенные, да, укороченные связи, а если она не нормированная, существуют какие-то проблемы, может быть, просто ситуационно, которые нужно решить, то удлиняется, ну, как бы некая дорога, да, к действию, то есть действие проходит сначала через решение проблем, то получается, что в бесконечном уровне развития мы все время имеем уровень, что из бесконечности идет элемент нормирования, то есть в бесконечности как раз-таки есть действие Бога в том числе. Не только там сейчас, локально или там в прошлом где-то было, а именно в бесконечности мы все время имеем более оптимальный, что ли, уровень развития. Вот когда мы начинаем анализировать в бесконечности, как выглядит уровень, например, действия от Бога, то получается, что вот формирование, скажем так, самой бесконечности восприятия людей, это есть участие Бога в жизни людей, но именно в той жизни, там, в бесконечности, то есть бесконечность информации уже существует. Когда мы оттуда начинаем видеть эти сигналы, которые идут сюда, мы видим, что построение жизни это есть
и, например, там ваша личная воля, да, в будущее развитие, так скажем, построения жизни, и одновременно воля, которая проходит через действие Бога из бесконечности в текущее время. Там, где Бог уже организовал следующую жизнь. Ведь по аналогии можно так сказать, что раз уже существует жизнь сейчас, то по аналогии к прошлым процессам это есть тоже, в общем-то, в определенном смысле бесконечная величина взаимодействия на уровне, ну, что ли, сопоставимых или обобщенных форм. Ведь если прошлое бесконечно, то текущее тоже время бесконечно. И поэтому получается, что когда мы действуем из физического тела, так скажем, да, или действие физического тела как такового, не в плане там какого-то бытового действия, именно информативного действия по макроспасению, но именно применяется информация самого тела. Здесь есть учет факторов прошлого времени, будущего, да, текущего времени. И именно выделение текущего времени, как, например, там, сопоставление такого типа, что происходит одновременно и организация тела, и действие, здесь помогает эта ситуация увидеть, что любое действие фактически организовывается в точке его существования. То есть любое действие как бы произрастает в той точке, где оно должно быть совершено. Оно как в основном-то не исходит от какого-то конкретного источника, например, да, а оно существует вот именно в структуре мироздания так, что в этом месте происходит это здесь, как бы растет, да, как кристаллы растут. Получается, что вот подобраться к этому действию и совершить управление, фактически это надо уметь знать законы развития действия в конкретной точке или в конкретной ситуации. А чтобы понять, каким образом, какие существуют вообще законы в конкретной ситуации даже, то надо хотя бы ориентировочно разбираться в том, как на унифицированном как бы уровне понимать систему тех событий, которые происходят. То есть надо стараться увидеть некий закон развития в любой, может быть, иногда хаотичной системе действий. И вот следующий уровень действия физического тела – это умение системно подвести любую информацию к вам, то есть к вашему физическому телу или там, информативному уровню восприятия, к душе вашей, и умение таким образом преобразовать информацию, что мы получаем в действии, идущем уже от физического тела, в общем-то, сопоставимое, что ли, действие, и организация мира происходит от того, что мы обнаружили, где растет структура действия, получили обратное действие, встречное действие, и получили как бы то же самое действие, но в другой точке. Почему-то мир, например, широкий, да, пространственно, они находятся в одной точке. Потому что, вот как я здесь объяснил, любое действие первичное, которое рождает следующее, как автоматизм, да, некой ситуации, как некий закон, обязательно приводит к расширению пространства. Потому что одно и то же действие, действие Бога и действие человека, ну, которое должно быть сопоставимо или там точно таким же, уже вынуждает строить пространство другого типа, да, которое содержит два одинаковых действия, как минимум. Когда человек научился, он может, в принципе, сделать так же, как сделал Бог, а он может еще кого-то научить. Значит, это там, могут быть 3 там, одинаковых действия и так далее. Или там миллионы. И получается, когда большее количество одинаковых действий совпадает, то есть люди стараются все более интенсивно развиваться по тому уровню, как показывает Бог, то получается, что мы имеем коллективное такое управление всей реальностью, где участвует действие Бога, от физического тела причем в том числе. И тогда мы начинаем видеть вот здесь уже основную конструкцию данного управления, что обобществленное управление, вот, то есть каждый собирает свои физические тела, да, как бы, ну, свое физическое тело или там, я говорю, свои, то, что имеется в виду, как бы дискретная фаза проявления физического тела в управлении, то получается, что мы видим здесь очень такой, в общем-то, уникальный, что ли, уровень, когда коллективное действие – это есть все-таки умножение, там, действия по локальным системам, то есть каждый человек увеличивает свою систему и видит, как в коллективном действии проявляется вот именно понятие, например, там, организация физического тела, следственное действие, следующее действие. И здесь мы видим такой процесс, что когда мы свое собственное тело собираем, то информация распространяется по другим телам практически мгновенно. То есть вот фаза информации вот в этом управлении, она практически по неким таким объективным законам
как только мы начинаем заниматься именно собиранием как бы тела, да, из информации, из внешней реальности, мгновенно эта информация распространяется во все другие физические тела. То есть происходит контакт в управлении, что ли, не информативно даже, а в плане передачи информации вечного развития прежде всего, потому что тот, кто правильно сделал, он начинает именно передавать больше структуру вечного развития. А во многих случаях управленцы, которые занимаются просто макроспасением, всегда передают именно вечное развитие управления, то есть когда они занимаются логически, да, каким-то уровнем макроспасения. Получается, что тогда, в этом случае, если мы начинаем анализировать, каким образом, там, скажем, в прикладном, что ли, прагматичном порядке использовать эти знания по действию физического тела для того, чтобы, например, решить какие-то задачи по здоровью человека, по его жизни, то получается, что совершенно четко здесь видно, что в этом случае, когда мы эту технологию применяем, физическое тело выглядит как система, с одной стороны, там, света уровней, да, с неких связей света и пространства, а по сути выглядит как абсолютно монолитная система физического уровня. Вот здесь мы приходим к тому, что именно физический уровень является неким монолитом в действии, хотя при этом, при всем мы имеем некую такую разветвленность, еще даже большую, чем в обычных процессах, что ли, управления, когда действие направлено на многие аспекты информации, да, получается, даже как бы в действии это не монолит, а некий многоуровневый план, что ли, управления физического тела человека. То есть, с одной стороны, монолитность, если мы воспринимаем физическое тело из внешней информации по отношению к себе, и с другой стороны, вот этот обратный сигнал, он дает бесконечное количество связей физического тела. И вот здесь мы можем определить всю структуру своего собственного развития в плане, например, первичного уровня. Вот почему, например, в какой-то момент какой-то конкретный человек имел именно такой-то уровень развития, например, там, внутриутробного. Почему так развивалась там беременность, да, у его мамы этого человека и так далее. И получается, что когда мы начинаем анализировать вот эту, некую такую глубокую составляющую в действии, то получается, что мы можем рассмотреть всю систему причинно-следственных связей, и действие физического тела тогда распространяется на, собственно говоря, само действие в момент предшествующего развития, и тогда мы можем использовать вот этот известный опыт для того, чтобы экстраполяционно найти следующий уровень, фактически действия того же тела. То есть текущее время должно являться гарантом того, что раз уж есть некоторые события прошлого, а в текущем времени определены некие ситуации по отношению к физическому телу, то если есть проблемы, они должны быть решены, и это должно быть гарантировано от текущего времени. Если нет, значит, должны быть распространены необходимые системы знания, например, да, для конкретного человека. И получается, что когда мы рассматриваем текущее время как некий гарант контроля за всеобщей ситуацией, за прошлыми процессами, за будущими, за текущими, то здесь вот именно действие физического тела можно рассмотреть как систему взаимосвязи физического тела и души, например, человека. То есть видно, что на этом уровне душа человека и физическое тело не отличаются по уровню действия. Вот объединение души и тела происходит. Да? Если мы хотим понять, где это происходит, вот как раз в этой точке это объединение четко видно. И когда мы рассматриваем уровень, что в этом случае гарантируется всегда вечное развитие человека, то получается, что мы имеем не просто объединение души и тела, например, да, а мы можем видеть, что все бесконечные события подконтрольны на уровне начальной даже точки этого объединения. Например, как Бог построил мир, в начальной точке Он сделал управление, а все остальное, как следственная система, развилась часто, так можно сказать, и получилось, что, тем не менее, мы приходим к начальному уровню, к начальному импульсу. И это есть абсолютная устойчивость. То есть начальный импульс — это есть максимальная форма устойчивости управления. Когда мы начинаем в этой технологии переходить к тому, что мы эту форму начинаем рассматривать, да, реализовывать в плане бесконечного действия, то получается, что выделение вот этого начального статуса — это фактически уже
по логике организация всей следующей системы развития. То есть вся программа будущего развития, получается, в этом аспекте, она как раз-таки выявлена должна быть вполне, то есть в полной мере, да, так скажем, потому что начальный импульс содержит, естественно, всю систему следующего развития. Где-то эта система находится. Когда мы начинаем выявлять систему даже до начального импульса, мы начинаем воспринимать будущую информацию как систему некого такого макроуправления, что мы можем влиять на макросистему на высокой скорости и при этом получать какие-то события, часто, например, не рассматривая, что влияние произошло. То есть весь внешний большой мир, который существует, и внешние, например, действия, направленные на как бы даже частную задачу, часто проходят через ощущение некого большого пространства, на уровне даже ощущений. Получается, что когда мы видим вот это вот действие, да, на уровне, там, скажем, большого пространства, идущий назад к вам импульс, то получается вот формирование всего пространства, это есть первично, ну, некое развитие, да, раздвижение вашей личной инициативы в структуру пространственных систем, в структуру там следующего действия, и выявление для этого действия как раз некой платформы, именно той, которая, например, является платформой фактически, ну, так скажем, бесконечного развития. Тогда получается, что для того, чтобы ваш конкретный вариант управления реализовался, вам нужно ставить события как бы на некой платформе, которая находится между структурой будущего как бы и прошлого, да, но и одновременно находится, в общем-то, не в текущем там, напрямую времени. То есть текущее время только пересекает, возможно, эту систему. И вот мы пришли к уровню управления, где время является, ну, как бы не основным аспектом действия. Тогда получается, что мы, имея это управление, то есть по времени можем в срок, да, достигать задачи управления, но тем не менее делаем управление в структуре все-таки отсутствия времени, потому что если даже логически посмотреть, до первичного уровня организации мира там отсутствовал элемент взаимодействия между событиями, да, то значит не было элемента времени. И отсюда получается, что как только мы вводим управление сюда, то вот именно действие физического тела здесь рассматривается именно так, что сам процесс формирования это есть некая бесконечная величина, которая воспринимает, собственно, телом, самим телом. Вот восприятие самого тела. Это специфическая такая область восприятия, где тело воспринимает информацию напрямую, так скажем, да? А на уровне этого действия, когда мы имеем дело с бесконечными величинами, совершенно четко понятно, что человек имеет одну уникальную систему в действии, одну точку, да, одну какую-то область, где он находится. И вот выделение этой области происходит на уровне взаимодействия именно с бесконечными системами, где именно бесконечные системы из текущего времени как бы разливаются в пространстве информации, в пространство там прошлого, будущего. И получается, что человек, он фактически как бы на уровне информации, ну, можно так выразить, как бы спускается на уровень развивающегося мира перед ним, и его уже задача выбрать в этом мире какую-то систему, ну, действий, какую-то как бы структуру управления. И получается, что с одной стороны мир как бы существует в управлении, да, то есть он существует в уровне каких-то развивающих событий, а с другой стороны вы постоянно выбираете, и управление происходит потому, что вы оттуда делаете выборку наиболее нужных вам систем. И получается, что тогда мы имеем, в общем-то, следующий фактор, что мир, который где-то там в бесконечности развивается, а вы путем выборки правильных решений или то, что нужно вам, начинаете влиять на эту структуру, да, бесконечного будущего, то понятно, почему Бог, делая какие-то частные действия, да, частные решения, влияет на всю структуру мироздания, потому что в этой точке как раз-таки влиянием можно это делать. Например, там человек может делать это разово, Бог может, например, за один импульс сделать управление по всему миру. И получается, что именно пересечение как бы в событийной области вот этого как бы спектра, что ли, событий, где влияние там и Бога, и человека одинаково с точки зрения там локального или там территориального или там векторного импульса,
мы начинаем находить некую обобщенную точку влияния на физическое тело и на события вообще, что одновременно, когда мы строим физическое тело, да, или там другого человека, или просто формируем информацию этого тела, своего тела, параллельно, и одновременно действие Бога, это есть часто обобщенная система, где конкретно распределен сигнал, как бы вот сигнал, идущий к действию Бога, это один сигнал, сигнал, идущий к, в общем-то, некой платформе, что ли, действия человека, это другой сигнал. И здесь мы видим, что распределение этого сигнала из внешней величины, где есть действие Бога, а где действие человека, это специальная технология, о чем вот я говорил, что если мы рассматриваем внешний сигнал и начинаем его распределять как систему, предположим, все-таки практически некого интегрированного сначала действия, как только начинаем выделять, где действие Бога, а где действие человека, то мы в действии человека видим свое собственное действие, то есть видим себя, как мы работаем. Вот мы начинаем видеть уже весь спектр своей собственной работы. Связь своих действий с системой бесконечного будущего, например, связь, предположим, с системой, так скажем, какого-то бесконечного прошлого развития. И тогда получается, что мы начинаем уже детализированно рассматривать свое собственное развитие в структуре событийных систем, и тогда нам понятно, как через события определить следующие взаимосвязи. То есть нам совершенно четко здесь может быть понятно, что нужно делать, потому что мы видим себя как бы со стороны четко и видим свои следующие действия. И вот если мы рассмотрим, а это, в общем-то, принцип развития управляющего сновидения, рассмотрим следующие действия как действия, идущие, например, от контроля, да, за собой, то есть вы контролируете, вы видите следующие действия, то формирование физического тела и действия от физического тела — это есть совершенно четкая, устойчивая позиция в будущих событиях. Вам надо тогда уметь очень четко видеть будущие события, да, в отношении себя. То есть умение увидеть себя в структуре будущих событий. Пусть даже на какое-то короткое время. Тогда, получается, вы себя на уровне некого действия, не так выглядит даже как оптическое, некое такое механистическое действие. Вы оптическим лучом проталкиваете себя в бесконечное развитие, в будущее. И видно тогда, что это от вас зависит. Вы взяли себя в будущее и протолкнули, просто сделали как элемент управления. Рассмотрели себя как элемент управления и провели события вперед. Тогда получается, что вы абсолютно защищены в этом плане, когда вы умеете это делать, себя же проводить в структуре информации, в структуру будущих событий. И когда вот так вот вы смотрите со стороны, то получается действие физического тела некое такое двоякое. Да? С одной стороны, вы действуете самостоятельно, то есть работаете как с информацией, да, от физического тела. С другой стороны, вы работаете с самим физическим телом, обеспечивая ему благоприятное развитие в будущем. И получается, импульс идет от вас, но попадает на вас же, но в будущем. Да? Тогда получается, как только мы к этой точке будущего приближаемся, внешний уровень управления — это и есть ваш уровень. То, о чем я говорил, что вся, получается, внешняя система может быть рассмотрена в более ранних импульсах. То есть, что изначально было сделано вокруг вас. Потому что любой импульс, он имеет тенденцию к некому такому интегрированному развитию. То есть, либо импульс был чей-то из какого-то бесконечного прошлого, и мы можем сделать выборку из этих импульсов и получить, что в текущем времени, например, да, мы получаем уже совершенно четко то, что выделено именно вами в более раннем управлении. То есть вы получаете мотив личной воли в управлении. Вот когда вы начинаете рассматривать этот мотив объективно, он так же, как все другие системы управления, то получается вы входите в область бесконечного развития на уровне просто обычных творческих возможностей и способностей, на уровне просто задачи и цели. Вот вы вошли в структуру такого управления, рассмотрев себя, да, впереди, послав фактически к себе сигнал по логике. И как только вы посылаете к себе сигнал, то, получается, вы попадаете сразу в фазу вечного развития. А по аналогии с тем, что вы имеете такое же физическое тело, как у всех, да, по форме и структуре управления, именно в физическом плане, так скажем, да, в большей степени, то получается, что мы имеем универсальную систему управления от того, что вы владеете собственной системой действия, управления, и при этом, при всем, ваша собственная система действия
когда то, что исходит от вас, например, да, на уровне там, души, духа, сознания, и то, что вы можете дополнительно освоить в виде обучающих каких-то систем. То есть обучающая система в данном случае это есть спектр, где внешняя система пересекается с внутренней. То есть вы переходите во внутреннюю структуру управления в этом случае, как только переходите в структуру обучения или познания, следующего познания. Тогда получается, что вы, имея, например, структуру действия как таковую, да, так скажем, внутри себя, как систему некого обучения, а человек всегда про себя там знает определенную информацию, да, всегда может о себе сказать определенные системы, включая прогностические системы в развитии конкретного человека, то получается, что хотя прогностические системы часто базируются на каких-то известных факторах, тем не менее получается, что взаимодействие на уровне человека, да, с человеком на информации, когда еще внешняя информация переходит в управление как информация, в общем-то, тоже предшествующего действия, и эта информация попадает уже как следственная величина, то человек видит, что вся информативная система, она как бы пронизана его личным действием и присутствием в управлении. То есть это он начинает видеть, ну, как бы фактологически, что ли, на уровне отслеживания связей конкретных. То есть он приходит к первичной точке фактически создания, но в следственном варианте. То есть возникла как бы аналогичная точка той, которая существует как первичная точка создания вообще, да, в абсолютном понимании. А вот когда в следующем развитии точка, ну, создания как бы неких событий, да, то можно через эту следственную точку влиять на основную систему создания, да, на самую первичную систему связи. И получается, что когда мы начинаем видеть вот эту систему взаимодействия, то есть рассматриваем взаимодействие локальной системы и всеобщей системы, то мы видим, что для человека проще всего осваивать и эту систему или делать управление через решение каких-то конкретных задач. К чему я часто говорю, что желательно все время решать задачи через макроспасение или там, подразумевая изначально макроспасение. Тогда получается, что вы постоянно работаете в сфере интегрирования информации. То есть ваше действие — это есть некий индикатор, связанный с тем, что вы предприняли и как вы правильно освоили структуру событий. Например, там, зачем Богу было создавать какие-то события. А вот в данном случае понятно, что именно действие — это есть некий уровень настраивания на события. Да? То есть вы действуете или правильно, или вы считаете, что надо что-то улучшить и так далее. Тогда получается, что когда вы начинаете как бы распространять управление на уровень там, бесконечных форм каких-то, то все равно элементом вашего критериального уровня является уровень действия, лично вашего действия. Поэтому, когда человек абсолютно свободен в действии, у него получается, что как бы лично его действие — это часто выявленная величина с точки зрения того, что нормированный уровень у других формирует собственное действие. То есть он сначала рассматривает все внешние аспекты управления других людей, и поэтому даже на уровне души рассматривает, и поэтому формирует какое-то следующее действие. То есть следующее действие всегда связано со всеми системами связи в этом мире. И вот взаимодействие между следующим как бы, действием и текущим действием, да, или там, между прошлым действием, это есть тот уровень, который позволяет на каком-то как бы, плане управления получить такой как бы, контекст действия, что вы начинаете действие видеть уже универсальным. То есть любое действие — это есть универсальная величина. То есть вы в познании приходите уже к этому аспекту реальности. Вот когда вы уже приходите к такому аспекту, что любая система — это есть универсальная величина, то на этом уровне становится очень просто уже работать с системой как бы, передачи информации. Да? Потому что раз универсальная величина обладает определенными одинаковыми свойствами, то можно взять сигнал какой-то, который соответствует данной величине, и его протянуть, например, до физического тела, там, до какого-то уровня оптики, да, человека. Но можно, раз они идентичны, ничего не тянуть, а в этом месте взять похожий элемент или точно такой же и передать информацию. То есть, учитывая, что в каждом элементе информации есть всегда любой другой элемент информации, то получается, что присутствие Бога именно в этом и состоит, что человек тогда начинает дифференцировать по признаку личностному, не по признаку, там, например, действия от уровня какого-то элемента информации, а
по признаку личностному. Вот когда, например, вы делаете управление, то быстрый переход от действия в управлении, например, по информации к признаку личностного действия, то есть выявления собственной личности, часто позволяет действовать практически быстро и сразу. То есть человек, например, может работать на уровне каких-то информативных систем обычных, и дальше, когда ему нужно перейти, например, к быстрому управлению, может перейти только на действие собственной личности. Не работать, например, с абстрактными какими-то величинами, а просто рассматривать, как вот ваша личность взаимодействует с этим миром. Да? И тогда получается, что здесь вот возникает как раз-таки элемент такого, в общем-то, ну, достаточно как бы сильного статусного, что ли, плана управления, где вы начинаете видеть, что ну, все-таки та информация, которая связана с вашей личностью, это все-таки информация, которая была заключена, да, например, в первичный уровень, как бы в первичный план управления. И получается, что вы работаете от собственной личности практически на уровне более ранней системы управления. То есть личность — это же первичная величина. Поэтому, получается, вы работаете с большим как бы оптическим рычагом. Личность, которая изначально возникла, вы, когда работаете от личности, вы опираетесь на первичный фактор создания физического тела или там физической материи. Получается, что когда вы начинаете работать ну, как бы факторизованно, ориентируясь только на свою личность, а не работая вообще, да, то мы видим пересечение, что действие физического тела все-таки отличается в зависимости от того, именно действия на информацию, как мы рассматриваем процесс изначально. Да? То есть мы можем рассматривать процесс так, что, например, действует только физическое тело, там действует бесконечное будущее или действует интегрированно некий процесс личности, да, вашей. То получается, что когда вы рассматриваете все-таки структуру личности, то мы можем найти ну, некую такую первичную систему, некую там квинтэссенцию, так скажем, да, в действии, каком-либо действии, в предыстории действий. И когда мы начинаем рассматривать эту величину, то получается, что личностный фактор вот, действия физического тела, это есть все-таки фактор, который изначально происходит от бесконечной фазы развития, и мы выбираем ту систему, которая способствует, например, там, вечному развитию человека. То есть все время происходит выбор даже на уровне первичного уровня формирования, например, действий, да, физического тела. То есть где мы начинаем, например, рассматривать точку первичного формирования, точку, например, следующего действия. Вот чтобы совершенно четко, там, прагматично применить это управление, можно сделать сейчас такое там, простое управление, поставить сферу там, задач, все существующие задачи и действовать просто на оптическом уровне, как бы действуя из физического тела и действуя с точки зрения личности, своей собственной личности одновременно. Да? Вот понятие действия с точки зрения именно информации о личности, это информация, которая может находиться, в общем-то, в любом месте. Не обязательно она должна находиться только там, в физическом теле, да, или там, в районе физического тела. Вот действие из физического тела все-таки именно район физического тела, да, вы производите действие от себя. А вот действие на уровне информативных систем, личностные системы, это очень часто мощная, там, внезапная информация, которая действует на события, и поэтому получается, что мы можем, объединив, например, там, действие физического тела, действие, например, личности человека, куда входит и душа человека, и дух, и сознание, хотя физическое тело тоже самое входит. Но когда мы говорим о личности, да, мы как бы информацию переводим в структуру любой бесконечной системы. Личность бесконечна, это не конкретная там, только лишь физическая величина. И поэтому действие отсюда становится более сильным, более эффективным. И тогда мы получаем, что действие физического тела или там, формирование действия физического тела подразумевает наличие многих аспектов как бы даже отношения человека к действию. То есть либо это рассматривается какая-то там физическая величина, какая-то конкретная, либо мы начинаем рассматривать еще информативную величину, такую как личность. И тогда мы видим, что в совокупности, когда мы действуем многоракурсово, то в принципе мы действуем подобно тому, как делает Бог. Бог же действует на один какой-то участок бесконечным количеством, да, вариантов, получается, с точки зрения человека. Он же создатель всего вечного развития, значит, получается, в его личном одном действии
действительно много достаточно происходит элементов, ну что ли, как бы внешнего многоракурсового управления. Можно выделить линейную систему действия Бога, но тогда надо увидеть собственную личность опять. И когда мы начинаем именно в информацию видеть, то есть однозначное действие Бога при рассмотрении собственной личности, но тогда вы должны знать, как ваша личность взаимодействует именно с бесконечным уровнем развития информации, и тогда получается, что вы выделяете опять личность из себя, как бы, да, из своей системы действий. Не потому, что Бог рассмотрел там вашу структуру личности в более раннее время, потому что вы можете видоизменить управление и представить структуру управления личностью собственной, да, на уровне уже следующей задачи. То есть Бог видит уже вашу инициативу. Тогда получается на уровне как бы стыковки вот этого действия, когда Бог уже рассматривает именно вашу инициативу, мы можем вполне четко и отчетливо видеть, что все системы действия, которые существуют у человека на уровне там, исполнения желаний, на уровне каких-то вопросов, да, или там решения вопросов, мы можем видеть, что существует более глубинный, там, скажем, уровень организации физического тела, создания физического тела, который зависит просто от умения организовать физическое тело в структуре обычного мышления, любой мысли. Вот когда мы находим этот уровень управления, что от любой мысли можно организовать физическое тело, то тогда, в принципе, уже упрощается система там, дальнейшего управления. Да? То есть в вечном развитии это очень полезная характеристика от любой мысли, там, любой информации, умение организовать физическое тело. То есть оттолкнувшись от любого уровня восприятия, получать формирование собственного физического тела в условиях бесконечного развития. То есть не просто там получить тело, а именно за счет локального импульса, света импульса получать бесконечное развитие из уровня одного сигнала, который попадает на физическое тело, мы получаем бесконечный фактор развития. То есть тело фактически работает в данном случае как уровень, который создает информацию будущего, да, для себя же, как только получает как бы локальный всплеск информации. И когда мы начинаем эту систему практически реализовывать, да, в управлении, то получается у Бога так и получилось. Локальный первичный всплеск информации вывел на структуру бесконечного развития. То же самое и здесь. Мы должны уметь перевести любой локальный всплеск в бесконечную систему. То есть как строится локальное физическое тело человека. Почему оно вообще локальное и автономное? Да? Потому что именно перевод, некая такая как бы конвертация управления происходит именно через законченную форму физического тела. И вот когда вы прослеживаете вот этот уровень, что импульс внешний, переходя через тело, формирует бесконечную систему, значит, все, вы устойчиво бесконечно живете тогда. Именно четкое вот видение вот этой ситуации, умение управлять этой ситуацией. Потому что в будущем как раз-таки вот эта вся платформа, да, бесконечного развития, это и есть уровень, который позволяет, ну, фактически, значит, рассмотреть аналитику, что ли, по предмету своего существования. То есть будущее существует на основе чего вообще? Вот эта информация вообще существует, да, например. Вот здесь вот можно рассмотреть вот эту вот связь именно за счет проекции, которая возникает от преломления света через физическое тело. Где физическое тело — это уже, вообще говоря, построенная величина, то есть она существует до факта построения даже часто. И вот эта вот система, которая светит бесконечную систему связи, а чем более ранняя система связи, да, тем более устойчивое происходит управление, то вывести управление на предмет управления, например, из собственной души, это всего лишь навсего найти интервал времени такого типа, что вот то время, которое вы приближались к структуре физического тела или там, к структуре души, то этот элемент управления, он попадает фактически на вас, и как, очень четкий вот здесь вот методологический принцип управления. Сколько времени вы приближались, например, миллисекунды, да, к себе с любой точки информации, выделяется очень простой как бы информационный сгусток, некое такое свечение. Это свечение должно пройти через физическое тело, то есть можно его так усилием воли провести. И главное, чтобы выход попадал в бесконечную систему управления. То есть надо положить так, чтобы будущее, как раз таки линия управления была бесконечна. Как только вы достигаете
такого управления, то действие физического тела как раз-таки и одновременно является и элементом как бы восприятия, да, и элементом следующего действия, и элементом бесконечного развития. Тогда получается, что вы замыкаете систему только на себя. И тогда действие физического тела – это ваша личная система управления. Тогда она совершается точно, и вы можете решать фактически любой уровень управления именно за счет своих личных возможностей. Причем это будет бесконечный уровень управления. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.